То есть постоянно интенсивные бои. То есть, если ты помнишь, именно с того момента ежедневные среднесуточные потери составляют около 1500 человек в день у Мгм. противника, Да. по данным нашего Генштаба. И я тебе скажу, что эта цифра очень близка к реальности. Просто знаю, как она формируется, и она реально очень близка к реальности. Вот. То есть, этот тип боевых действий, единственный, который он имел такую внешнюю успешность, потому что это именно внешняя успешность, там, приобретение там, посадочки, там, парочки квадратных километров, пусть там 70 квадратных километров в неделю. Но такими темпами им Донецкую область брать 3 года еще, понимаешь? И такими темпами им надо 800 тысяч солдат положить за эту самую Донецкую область. Поэтому и сказать, что вот положить 800 тысяч солдат, при этом как бы забрать агломерацию, там, состоящую из раз, два, три, четырех городов, ну, как бы, ну, что за НАТО-то на здраво, да? То есть назвать это победой будет очень сложно. То есть он в позиционном тупике в данном случае. Значит, но это не значит, что у него нет выхода. Выход у него есть. Если ему не дадут возможность выйти из войны, то у него есть возможность сделать из России Северную Корею и перейти на рельсы военного коммунизма. Кто скажет, что у него не получится, тот обманывает или себя, или всех. Потому что совершенно точно инструменты у Путина включить механизмы военного коммунизма, типа за Родину, за Сталина, все в строй, все заводы клепают, значит, снаряды, патроны, пока там Великой Победы там не будет и так далее. И вот эта самая война даст ему возможность эту власть как бы применить. Но в этом случае у него будет несколько миллионов человек под ружьем. В этом случае, когда война забуксует на самом деле, и штык будет воткнут в землю, то наступит сразу февраль 17-го. То есть, скажем так, если эту крысу загнать в угол, он вынужден будет перейти к уже всеобщей мобилизации. Для того, чтобы мобилизовывать уже насильно, нужно уже все установить в Северной Корее. В полном смысле этого слова. И в экономическом, и в политическом. Есть у него такая возможность? Есть. Но это может привести к тому, что как бы он продлит свою жизнь ровно на, там, ну не ровно, а там 2, максимум 3 года. Потому что когда уже вот это вот насильно нагнанный народ воткнет штык в землю, да, то есть пока они там молодые, вчера мобилизованные, у них шары по 7 копеек, их там гонят, Ахмад-чай пугает, там, то есть все. А через 3 года они станут бойцами, у которых 3-летний боевой опыт. Их уже там Ахмад-чаем не запугаешь. И тогда они могут там солдатские комитеты создать, там, ну и вся картина там, образца 17-го года. То есть это в этом случае все беда катастрофа будет у Путина. И поэтому, как минимум, поэтому ему нет смысла к этому переходить. А есть смысл найти какой-то формат прекращения огня, выхода из войны. Но у него есть очень обязательные условия. Ему надо выйти из войны так, чтобы он вполне мог объявить своим подданным о великой победе, достигнутой, значит, под его великим руководством. И не просто так это заявить, а так, чтобы хотя бы больше половины убедить в этом же. Поэтому он не может с побитой мордой выходить из войны. Ему нужно выходить с гордо поднятым хвостом и со знаменами. И именно это ему обеспечивает Трамп, говоря публично о том, что он хороший парень, у него с ним там хороший разговор, о том, что, значит, он заждался его, значит, в J7, типа и J8 надо, ну и так далее. То есть он ему вешает такую морковку этой крысе, загнанный в угол, и этой морковкой показывает, как из этого угла выйти. А если его не выпускать из этого угла, дальше мы получим что? 5-миллионную российскую армию, а то и 10. Извините, а кто будет ее сдерживать? Украина рухнет сразу, потому что как бы мы вот то, что сейчас еле сдерживаем. А если добавить эту биомассу, как бы кратно увеличить, то как бы, ну, Украина уже не вынесет, потому что внутренний, как это сказать, внутренняя червивость власти привела к тому, что у нас не осталось возможности мобилизоваться
на следующий уровень. Что творится как бы с базификацией, все видят. То есть шансов нарастить, там, допустим, на 500 тысяч количество войск у нас нет. Ни одного шанса. То есть удержаться, вот если бы у них ничего не происходило, и у нас ничего не происходило, то да, можно было бы так воевать еще много. Но у них происходит. Путин вынужден будет, если война перевалит через июнь, переходить к мобилизации. Для того, чтобы к ней перейти, он вынужден будет делать из России Северную Корею. А когда это будет Северная Корея, он может мобилизовать уже не там 100 тысяч или 500, а может и 5 миллионов. А имея как бы уже раз так случилось, то дальше ему надо воевать и воевать. И желательно успешно. Дальше, я думаю, сила появится и на Прибалтику. И на Польшу. Ну, Я ну, думаю, к тут скандинавам только не полезет. Там театр военных действий сложный, и более стойкие будут в обороне стоять бойцы.